Приветствую, дорогие друзья! Продолжаем с вами вязать композицию. И сегодня начинаем с ножек и будем вязать тело. Первый ряд 4 воздушные петли. Одна, вторая, третья, четвертая. Начиная со второй петли от крючка, вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. В последнюю петлю вяжем 3 столбика без накида, 1, 2, 3. По обратной стороне вяжем в первую петелечку 1 столбик без накида и в оставшуюся петлю, полупетлю вернее, делаем прибавку. У нас должно получиться 8 петелечек. Теперь я беру маркер для обозначения начала ряда. Теперь, начиная со 2 по 5 ряд включительно, нужно провязать 8 столбиков без накида. Второй ряд провяжем вместе. 1, 2, хвостик убираем, 3, 4, 5. В каждую петелечку 6, 7 и 8. Точно так продолжаем, пока провяжем 8 ряд. Провязала. Дальше 6 ряд. 2 столбика без накида, 1, 2, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Начиная со второй петли от крючка, вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. И теперь делаем столбик без накида вот сюда, соединяя с подошвой в следующую петелечку. То есть отсюда шла у нас цепочка воздушная, а в следующую мы делаем столбик без накида. Провязали. Здесь у нас получается с этой стороны остается 2 полупетли, а здесь 3 столбика. Поворот. Здесь я изнаночными не вяжу, то есть обычным способом продолжаем. Первую вот эту пропускаем, а со следующей вяжем. Это у нас 7 ряд будет. 1 столбик без накида, 2 прибавки, то есть вот здесь они как раз должны будут по центру пяточки располагаться. Вот здесь первая прибавка. И продолжаем дальше. Вот здесь, где у нас была полупетелечка.
вторая, прибавка. В оставшуюся полупетлю делаем 1 столбик без накида и снова в следующую петелечку стопы соединяем 1 столбик без накида. Это был 7 ряд, 7 петелечек должно получиться. Поворот. 8 ряд. Опять первую не считаем, начинаем со второй петелечки, вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова присоединяем в следующую петлю стопы. 1 столбик без накида. Присоединили. Это был 8 ряд. 7 петелечек по-прежнему должно получиться. И теперь мы переставляем маркер. Это будет новое начало ряда. По верху здесь должно быть 4 петли и 7 по пяточке, грубо говоря, всего 11 петель. 9 ряд. И дальше мы будем продолжать уже по кругу вязать. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Убавка. Убавку делаем здесь 1 оставшаяся петелечка, которая была по подъему по верху, и 1 с этой стороны. Вот здесь, где мы присоединяли, не считаем, вот где именно косичка вот эта вот, подхватываю. Вот, убавка. Петелечки подтягиваем. Дальше вяжем, продолжаем по кругу. 5 столбиков без накида по верху здесь. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем убавку. Получается последняя полупетелечка этого ряда и первая полупетля следующего ряда, то есть там, где мы должны были бы начинать. Сделали убавку, и тем самым маркер у нас сместится. Всего у нас сейчас должно получиться по кругу 9 петелечек. Дальше 10 ряд, прибавка. Она как раз получается по центру. Итак, провязали прибавку. Дальше 8 столбиков без накида. 1, 2, 3. В каждую петелечку не пропускаем. 4, 5, 6,
7, 8. Это мы провязали 10 ряд, и у нас должно получиться 10 петелечек. Сейчас наполняю холофайбером стопу и с 11 по 15 ряд включительно провяжем 10 столбиков без накида, просто по кругу. Сейчас наполню холофайбером. Вот таким образом. Мне и удобнее ножничками, а вообще можно использовать там любые другие инструменты, которыми вам удобно. И опять же наполняем так, чтобы вот эти ворсинки здесь не торчали, чтобы следующий ряд, когда будем провязывать, волосинки, ворсинки вот эти не мешали нам. Вот так. Носочек я заполнила вот этот, а пяточку уже потом, когда провяжу вверх. Итак, провязываем самостоятельно с 11 по 15 ряд и встретимся. Провязала. Теперь наполню холофайбером и будем продолжать. Наполнила. Дальше продолжаем. Это у нас будет 16 ряд. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Прибавка. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Прибавка. И 1 столбик без накида. Провязали 16 ряд. У нас получается 12 петелечек. Теперь с 17 по 23 ряд включительно вяжем 12 столбиков без накида, просто по кругу. Провязала, подтянула маркер и наполнила холофайбером. Продолжаем. 24 ряд. Сейчас будем вязать снова поворотными рядами, для того чтобы сделать изгиб колена. Вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поворот, воздушная петля. 25 ряд будем провязывать изнаночными. Вот я завожу крючок с другой стороны и, начиная с первой петелечки, вяжем 9 столбиков без накида. 1, вот с другой стороны завожу, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 и должны закончить как раз перед маркером. 9. Вот так должно получиться. Поворот. 26 ряд, воздушная петля. И теперь обычно, начиная с первой петелечки, вяжем снова 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, в каждую петлю 6, 7, 8 и в последнюю 9. Провязали. Поворот. Дальше 27 ряд, воздушная петля. Этот ряд провязываем изнаночными, но убавки я делаю как обычно. Подхватываю просто за 2 передние полупетелечки. То есть убавку, начиная с первой петли, сделали. И дальше вяжу изнаночными 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И остается у нас 2 петли. Делаем снова убавку. Провязали, это у нас 27 ряд был, 7 петелечек должно получиться. Поворот. 28 ряд, воздушная петля. Снова с первой делаем убавку. И вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Заканчиваем ряд снова убавкой. Вот одну подхватила, вторую. И сделали убавочку. Вот так получается. Это мы провязали 28 ряд, 5 петелечек. Поворот. 29 ряд, воздушная петля. Снова убавка с первой петли. Изнаночной 1 столбик без накида и убавка. За 2 оставшиеся полупетелечки. Это мы провязали 29 ряд, поворот. У нас 3 петелечки. И мы переставляем маркер. Это у нас будет новое начало ряда. Вот так должно получаться. 30 ряд. Первую петелечку мы пропускаем, не считаем ее, а со следующей мы вяжем 2 столбика без накида. Теперь мы будем продолжать снова по кругу. По стороне 4 столбика без накида вяжем. То есть сюда я уже не делаю столбик, чтобы не было угла, а вот ряд пропускаю, вернее спускаюсь на один ряд и вяжу 1. И теперь между рядами петелечки подтягиваем, 2, 3,
4. Теперь здесь остается 1 петля, и мы делаем убавку. Подхватываю полупетелечку вот здесь по стороне и следующую полупетелечку вот здесь. То есть в углу мы делаем убавку. Убавка. Теперь вот здесь по центру продолжаем вязать 1 столбик без накида. Вот он. И снова убавка вот здесь в уголке. Здесь вот оставшаяся полупетелечка. Здесь мы делаем убавку, и снова нужно будет провязать 4 столбика без накида, чтобы было равномерно. Вот, подхватываю полупетелечку. То есть равномерно распределяйте. И теперь вяжем, чтобы не было дырочек. 1, 2, 3 и до маркера как раз 4. Вот так должно получиться. Это мы провязали 30 ряд. У нас должно быть всего 13 петель. Продолжаем 31 ряд. Вот где маркер у нас был. Вяжем 6 столбиков без накида. 1. Теперь в каждую петелечку 2, 3, 4, 5, 6. 3 соединительных столбика. Вот начиная со следующей. Их мы сильно не затягиваем, потому что нам потом сюда еще провязывать нужно будет. Поэтому следите, чтобы не затянуты были петелечки. 1, 2, и в следующую 3. То есть 3, вот этот 3 соединительный столбик или полустолбик, как его еще называют, в убавку должен быть сделан, в убавку предыдущего ряда. Дальше продолжаем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Провязали 31 ряд. У нас по-прежнему 13 петелечек. Сейчас наполню холофайбером и будем продолжать. Наполнила. Вот так получается. И продолжаем. Этот сюда, этот сюда. Вот у нас начало ряда. Итак, 32 ряд. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше прибавка сзади.
Вот в следующую. Так. И сюда же. Прибавка. И дальше 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 32 ряд, 14 петелечек получается. 33 ряд, 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 соединительных столбика. Снова не затягиваем, а то будет неудобно в них провязывать потом. 1, следующую 2, следующую 3. И дальше продолжаем 4 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4. Провязали 33 ряд, 14 петелечек по-прежнему. 34 ряд, 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас ниточку захватила. 8. Дальше 3 соединительных столбика. Вот 1. Снова не затягиваем и не пропускаем петелечки. Так, 1. Вот второй. И третий. И до конца ряда вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали 34 ряд, 14 петелечек по-прежнему. Вот такая ножка получается. И теперь 35 ряд вяжем самостоятельно, 14 столбиков без накида. Затем, после того, как провяжем, наполним холофайбером. Провязала, подтянула маркер и наполнила холофайбером. Продолжаем. 36 ряд, 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. 2 прибавки сзади, вот они должны получаться по центру. Первая прибавка, вторая прибавка. И до конца ряда 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали 36 ряд, у нас получается 16 петелечек. Теперь с 37 по 47 ряд включительно вяжем 16 столбиков без накида. Провязываем и встретимся. Довязала 47 ряд, наполнила холофайбером, делаем соединительный столбик и ниточку отрезаю. Отрезаю ниточку только на одной ножке. Здесь маркер уже не нужен. Вот так получается. Вяжем точно такую вторую ножку, и на ней мы ниточку не отрезаем, оставляем. Когда будете вязать вторую ножку, следите за симметричностью, чтобы все было одинаково, наполнено, плотность вязания. Вот, ну, в общем, как обычно. Точно так же вяжем еще 2 черные ножки, и в следующем видео будем их соединять и вывязывать туловище. Надеюсь, у вас все получилось, надеюсь, все было понятно. Благодарю за внимание, всем желаю вдохновения, хорошего настроения. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте, будем разбираться. Еще раз благодарю, до встречи, пока-пока.